Весь второй век до нашей эры Рим провел в завоевательных войнах. Владения республики удвоились. Под властью Рима оказались обширные владения в Испании, Галлии, на Балканах, в Малой Азии и в Африке. В Италию хлынул нескончаемый поток пленников. В начале первого века до нашей эры каждый третий житель Римской республики был рабом. Такая концентрация невольников привела к серии кровопролитных восстаний. Крупнейшим из них стало восстание Спартака. Возглавив армию беглых рабов, бывший гладиатор Спартак несколько лет держал в страхе всю Италию. Чтобы справиться с восстанием, Риму потребовалось мобилизовать почти все силы. И даже несмотря на поражение, Спартак до сих пор остается символом борьбы угнетенных за свою свободу. О личности Спартака известно немного. По самой правдоподобной версии, он был одним из вождей фракийского племени Медов, жившего в придунайских степях и вместе с соплеменниками служил во вспомогательных войсках Рима. Когда римляне начали вновь разорять Фракию, Спартак дезертировал. Его поймали, обратили в рабство, а затем продали в гладиаторскую школу. Теодор Момзен считал, что Спартак происходил из царского рода спартакидов, правивших Боспорским царством, но это маловероятно. Римляне обычно не обращали в рабство таких знатных пленников. Да и у фракийцев было в ходу имя Спарадок, которое затем вполне могло превратиться в Спартак. Точно известно только то, что перед восстанием Спартак был гладиатором в школе Лентула Батиата в Капуе. Причем он находился на особом положении. У него была отдельная комната, и ему позволялось жить с женой. Поводом для восстания было известие о планирующихся очистительных играх. На арене все гладиаторы должны были погибнуть, став очистительными жертвами за римский народ. Не желая идти на заклание, гладиаторы составили план побега. Заговор был раскрыт, но гладиаторам удалось бежать. Они ворвались на кухню, захватили ножи, вертелы и факелы и пробились на волю. По пути они захватили несколько телег, которые везли гладиаторское оружие, и вооружились уже как следует. Первой базой беглых гладиаторов стала вершина Везувия. Оттуда они совершали набеги на римские виллы. В стычках с немногочисленными отрядами римских солдат они захватили еще больше оружия и доспехов. В их ряды начали вливаться беглые рабы из окрестных городов и селений, и очень скоро их численность достигла пары тысяч. Во главе восставших встали трое бывших гладиаторов – фракиец Спартак и два галла – Крикс и Аномай. Кстати, многим аспектам Древнего Рима позавидует и современность. К примеру, его система образования была направлена на преобразование ребенка в сильного, здорового и ответственного гражданина. Получить образование в Европе престижно и по сей день. Кстати, я знаю одну школу, которая занимается подготовкой абитуриентов к поступлению в вузы Чехии – Go Study. И пусть это не Рим, но Европа есть Европа. Так что если вы хотите учиться, то ловите инфу о том, как получить образование мечты абсолютно бесплатно. Учебный центр Go Study прямо сейчас приглашает пройти бесплатный недельный интенсив, где вы узнаете, как студенты из России и СНГ поступают в топовые европейские вузы. Вам ответят на все вопросы о расходах, сборе документов, языковой и профильной поддержке, поступлении в чешские вузы. Кроме того, вы получите визовое сопровождение, студенческую визу, переедете на обучение в Чешскую Республику, сможете посещать годовые языковые курсы, получите помощь в бытовом сопровождении, поездка к врачу или продление визы, и еще много кураторских услуг. Лично я доверяю Go Study, потому что это один из крупнейших учебных центров, специализирующийся на подготовке русскоговорящих абитуриентов к поступлению в вузы Чехии. Центр работает с 1998 года и имеет два отделения в Праге и Брно. Есть аккредитация Министерства образования Чехии на проведение государственного экзамена по чешскому языку. Чтобы получить образование мечты, переходите по ссылке в описании, заполните форму регистрации и ждите ответа. Я уверен, у вас все получится. Тем более, это огромный шаг на пути к успеху. В это время Рим вел сразу две войны. На западе, как раз в это время Гней Помпей Великий понемногу добивал последнего сторонника Гая Мария, Квинта Сертория. А на востоке Луций Лициний Лукул вел тяжелую войну против царя Понтийского царства Митридата. В этих условиях римские власти не воспринимали выступления гладиаторов и рабов сколько-нибудь серьезно. В их глазах это был обычный мятеж, какие случались в Риме постоянно, и не были чем-то необычным. На восставших власти смотрели как на шайку разбойников,
и не воспринимали как угрозу. Для подавления восстания выступило войско под командованием претора Гая Клавдия Глабра. Это был не легион, а ополчение, набранное из плохо обученных новобранцев. Глабр осадил войско рабов на Везувии и перекрыл единственную известную тропу, по которой можно было спуститься. Его план был прост – выждать, когда свое слово скажет голод. Однако беглые рабы сумели сплести веревки из росших по всему Везувию виноградных лоз. По веревкам часть восставших спустилась по отвесной скале и вышла в тыл римлянам. Войско Глабра оказалось в окружении. Неопытные солдаты в панике бросали оружие, и почти все были перебиты. В битве пал и сам Глабр. Но не обошлось без потерь и у восставших. Так в этом бою пал один из предводителей восстания – Эномай. Весть о победе Спартака разнеслась по всей округе. Его отряд начал быстро расти. Из расположенных неподалеку городов, вилл, селений массово бежали рабы и становились под его знамена. Тем временем римляне снарядили новое войско под командованием претора Публия Вариния. Он решил разделить армию, чем тут же воспользовался Спартак. Он напал на римские отряды под командованием Фурия и Кассиния и разбил их поодиночке. Но даже несмотря на потери, у Вариния все еще было достаточно войск, чтобы противостоять Спартаку. Вариний осадил лагерь восставших. Положение было довольно тяжелым, но и здесь Спартак сумел проявить военную хитрость. Ночью восставшие рабы расставили у ворот лагеря и на стенах трупы погибших, так чтобы они напоминали часовых, и оставили в лагере трубача, который время от времени подавал разные сигналы, а сами под покровом ночи покинули лагерь и смогли проскользнуть мимо римских отрядов. Поняв, что его обхитрили, Вариний двинулся к городу Кумы в надежде пополнить армию. Здесь он вновь попробовал атаковать лагерь Спартака, но потерпел жестокое поражение и сам чуть не попал в плен. После этой победы в Южной Италии не осталось сил, способных противостоять восставшим. Благодаря службе во вспомогательных войсках Рима, Спартак прекрасно знал и организацию, и способы подготовки римского войска. Он организовал армию восставших по римскому образцу. Войско было разделено на большие отряды по несколько тысяч человек, своего рода легионы. Эти отряды организовывались по национальному признаку, чтобы воинам было проще взаимодействовать. Так были отряды, составленные из галлов, германцев, фракийцев, греков и сирийцев. Большую часть свободного времени восставшие проводили в тренировках и отработке выполнения команд. Благодаря этому Спартаку удалось очень быстро из разрозненных групп рабов сколотить вполне боеспособное войско, которое могло эффективно противостоять римским легионам. И совсем скоро рабам довелось столкнуться уже не с ополчением и не с городской стражей, а с настоящими легионами. Начиная понимать серьезность угрозы, Сенат направил на подавление мятежа сразу две консульские армии под началом Гнея Лентула Кладиана и Луция Гелия Папликолы. Каждый консул вел 2 легиона, что вместе с ауксилариями и конницей составляло около 30 тысяч человек. К этому времени Спартак закрепился в Южной Италии и взял несколько городов. Его войско постоянно росло. В него вливались как беглые рабы, так и многие свободные люди из числа обедневших земледельцев, городской бедноты и репрессированных после союзнической и гражданской войн италиков, в особенности сомнитов. По какой-то причине консулы разделили свои силы, видимо надеясь взять армию Спартака в клещи. Лентул планировал пересечь Апеннины напрямик и двинуться вдоль Адриатического побережья. Гелий же хотел пройти по Аппиевой дороге через Апулию. Однако, благодаря хорошей разведке, Спартак узнал о планах противника и тоже разделил армию. Крикс с 10 тысячами галлов и германцев выступил навстречу Гелию к горе Гаргана, а Спартак с 30 тысячами воинов направился на перехват войска Лентула. План Спартака был в том, чтобы быстро разбить Лентула и прийти на помощь Криксу, и тем самым взять в клещи уже войско Гелия. Первая часть плана Спартака сработала прекрасно. Он успел перехватить войско Лентула до того, как тот успел пересечь Апеннины. Летучие отряды легкой пехоты Спартака постоянно атаковали растянувшиеся на 15 километров войско Лентула. В конце концов римляне потеряли способность к активным действиям и с большими потерями отступили, хотя и избежали полного разгрома.
Спартак не стал их преследовать и сразу же двинулся к Гаргане на соединение с Криксом. К несчастью для него, он опоздал всего на день, а может даже на считанные часы. Войско Крикса было разбито превосходящими силами Гелия, а сам Крикс пал в бою. Армия Спартака сходу атаковала праздновавших победу римлян и нанесла им тяжелое поражение. Оплакивая погибшего соратника, Спартак устроил у его погребального костра грандиозные гладиаторские бои с участием 150 пар пленных римлян. Грандиозное по тем временам зрелище. После этого восставшие решили двигаться на север, к Альпам, чтобы каждый мог вернуться в родные земли. По мере продвижения армии Спартака, восстание охватывало новые и новые земли. Когда весть о его приближении достигала какой-то области, в ней тут же вспыхивали жестокие бунты. Рабы сбрасывали цепи, расправлялись с хозяевами и бежали к Спартаку. Несколько раз римляне пробовали преградить путь восставшим, но всякий раз победа была на стороне рабов. Отдельно стоит отметить битву при Мутине, в которой Спартак разбил 10-тысячную армию под командованием Гая Кассия Лонгина, отца одного из будущих убийц Цезаря. Наконец, восставшие оказались у Альп. Путь к свободе был открыт. Но в последний момент Спартак развернулся и повел восставших обратно на юг. До сих пор не ясно, почему это произошло. Некоторые античные авторы говорят, что опьяненные победами воины потребовали от Спартака, чтобы он вел их на Рим. Но скорее всего, это отражение страхов самих римлян. По другой версии, восставшие просто не хотели уходить из богатой Италии. Они хотели продолжать грабить ее богатые земли или попробовать основать свое государство на Сицилии, где было очень много рабов. Также заслуживает внимания версия, что Спартак шел на соединение с мятежным военачальником Квинтом Серторием, и разворот связан с известием о его смерти. Как бы то ни было, фактом остается лишь то, что войско восставших вновь отправилось на юг. Армия двигалась налегке. Спартак приказал казнить всех пленных и зарезать весь вьючный скот, а также на время марша перестал принимать в войско новых желающих, чтобы ничто не обременяло его и не снижало скорости. Он хотел как можно скорее попасть в богатую и плодородную Южную Италию, где гораздо легче было обеспечивать армию продовольствием. В Риме началась паника, сравнимая с паникой при нашествии Ганнибала. Объединенная армия под командованием обоих консулов вновь попробовала перехватить Спартака и вновь была на голову разбита. Закаленные в боях отряды бывших рабов прошли сквозь римские ряды, как горячий нож сквозь масло, и обратили легионеров в бегство. Положение Рима осложнялось тем, что и самые боеспособные части, и самые опытные полководцы в это время находились вне Италии, ведя войны со сторонниками Сертория на западе и с Митридатом на востоке. Нужен был опытный военачальник, который мог бы встать во главе войска, восстановить дисциплину и бросить вызов Спартаку. Однако желающих взять на себя такую ответственность не было, пока наконец на эту роль не вызвался богатейший человек Рима того времени – Марк Лициний Крас. У Краса были несметные богатства и политическое влияние, но ему грезилась воинская слава, без которой, как ему казалось, он не пользовался должным уважением в Риме. Под свое начало Крас получил 6 легионов в дополнение к 2 консульским. Первая же стычка войск Краса со Спартаком оказалась неудачной. Крас направил 2 легиона под командованием Марка Мумия для обходного маневра с целью зайти войску Спартака в тыл и держать его в напряжении, но при этом избегать прямого столкновения. Мумий, однако, пренебрег приказом и сам атаковал Спартака, желая отличиться на поле боя. Результатом стал жестокий разгром обоих легионов и потеря обеих легионных аквил, что было огромным позором. Видя неудачу обходного маневра, Крас приказал отступать. Стало очевидно, что боевой дух римского войска был слабым. Во-первых, его надломила череда поражений от беглых рабов, которых римляне не считали достойным противником. А во-вторых, война против рабов не сулила ни богатых трофеев, ни добычи, и с набором добровольцев были большие проблемы. Для восстановления дисциплины Красу пришлось пойти на беспрецедентные меры. В отношении бежавших воинов Мумия была проведена децимация. Был казнен каждый 10-й дезертир. Также децимации были подвергнуты 2 консульских легиона, которые многократно терпели поражение от восставших.
Эти меры заставили римских солдат бояться своего военачальника сильнее, чем Спартака, и это помогло вернуть дисциплину. Наведя порядок в армии, Крас возобновил боевые действия. Впрочем, некоторое время он избегал открытого столкновения. Спартак в это время обосновался на юге Италии и занимался подготовкой новобранцев и изготовлением оружия и доспехов. Вопрос снабжения армии оружием стал настолько остро, что Спартаку пришлось запретить хождение золота и серебра в своем лагере. Все шло на закупку железа и меди для работающих день и ночь кузнецов. Постепенно восставшие начали терять инициативу. Последовало 2 сражения, и хотя в обеих битвах Спартаку удалось избежать разгрома, и его войска отступили в относительном порядке, но поле боя каждый раз оставалось за Красом. В этих условиях было принято решение прорываться на Сицилию. Больше половины населения этого острова были рабами, и каждый из них был потенциальным солдатом для армии Спартака. Совсем недавно этот остров охватывали кровопролитные восстания, которые римлянам удалось подавить лишь ценой огромных усилий и больших потерь. А кроме того, даже свободные жители Сицилии еще помнили времена былого величия острова и тяготились римским владычеством. Для обеспечения переправы Спартак договорился с киликийскими пиратами, но в условленное время корабли пиратов не появились в проливе. Почему, мы не знаем. По одной из версий их перекупил Крас. По другой, у пиратов попросту не было кораблей, способных транспортировать большое количество солдат, и заключая договор, они заранее знали, что не собираются его выполнять. Кроме того, помешать могла и погода, так как дело было осенью, когда навигация в этих водах крайне затруднена. Как бы то ни было, армия Спартака оказалась заперта на берегу Мессинского пролива. Пока Спартак ждал пиратских кораблей, солдаты Краса прокопали ров через весь Регийский полуостров, насыпали вал и возвели частокол. Спартак оказался в западне. Запасы продовольствия подходили к концу. Первая попытка прорыва оказалась неудачной. Восставшие понесли тяжелые потери и отступили. Но через некоторое время Спартаку все же удалось вырваться из окружения. Основные силы восставших атаковали укрепления, чтобы отвлечь внимание римлян. В это время отряд под командованием самого Спартака в другом месте смог засыпать ров, повалить частокол и с боем выйти из окружения. Около трети войска Спартака вырвалось в Южную Италию. Теперь уже сам Крас оказался под угрозой окружения и начал отступать. Но Спартак не стал ввязываться в сражение с основными силами Краса и направился к портовому городу Брундизий, чтобы захватить корабли. Но взять Брундизий не удалось. Город был хорошо укреплен, а кроме того, у стен города Спартака встретили войска проконсула Марка Теренция Лукула. В это же время с севера подходили легионы Помпея, которые успели закончить разгром Сертория и теперь шли на помощь Красу. Силы римлян окружали восставших со всех сторон. Сперва Крас разбил небольшой отряд под командованием Ганника и Каста, а затем настал час решающего сражения. Войска Спартака и Краса встретились у реки Силар. По версии Плутарха, перед началом битвы к Спартаку подвели боевого коня, но он заколол его мечом, сказав, что в случае поражения конь ему будет не нужен, а в случае победы и так будет вдосталь хороших коней. Спартак с лучшими воинами устремился вперед, пытаясь добраться до Краса, и ему почти удалось это сделать. Он подобрался к нему совсем близко и убил 2 центурионов из личной охраны Краса. Но все же Спартак пал, сраженный римскими мечами. Оставшись без полководца, армия восставших не смогла эффективно противостоять римлянам и была почти вся перебита. Тем не менее, победа не далась римлянам легко. Почти половина римского войска осталась на поле у реки Силар. Небольшой отряд восставших бежал на север, где его встретили и уничтожили легионы Помпея. Около 6000 рабов и гладиаторов попали в плен, и по приказу Краса их распяли вдоль Аппиевой дороги между Капуей и Римом. После этого еще много лет на юге Италии было неспокойно, так как оставались еще множество недобитых групп беглых рабов, которые многие годы занимались разбоем и грабежами. А память о победах Спартака побуждала все новых и новых рабов браться за оружие и обращать его против своих господ. Марк Лициний Крас жаждал воинских почестей и славы, но за эту победу он удостоился всего лишь малого триумфа, овации, и не лаврового венка, а венка из мирта. Римляне посчитали, что война велась с недостойным противником,
А кроме того, часть славы досталась Помпею, который довершил разгром армии Спартака. Через 18 лет эта жажда славы и военных успехов приведет Краса в Парфию, к катастрофе при Каррах и гибели.